Не, ну серьезно, по грэблингу они говорят, что вы бороться не умеете. Они сказали, там есть один длинный такой, он тоже не показатель. Я говорю, да он, блин, такие треугольники делает. Видели мы его треугольники. Тут коллеги из дружественного клуба сделали нам вызов. Вот. Говорят, что парни не умеют бороться. Вот, мы его приняли, решили побороться. Этот турнир – отличная возможность в реальном бою отработать все, над чем парни работали на тренировках. Особенно это касается Вити Чернецкого. На тренировках у него получается практически все, да и с физикой у Рыжего все окей. Летом он с командой провел сборы на Украине, где упор был сделан именно на функциональный тренинг. Но вот в бою свои навыки Вите пока полностью реализовать не удалось. И в своем крайнем поединке он выглядел совершенно неубедительно. Что-то я не пойму, ты сдох почему-то. Бывает иногда это, когда перегорел, напрямую связано тоже. Что это? Проблема с настроем? А может, причина в том, что последний месяц перед боем он готовился самостоятельно? Ведь его тренер находился в Лос-Анджелесе и был занят подготовкой Акопа Степаняна к выступлению в Беллатор. Эту историю вы могли видеть во второй серии борцовского клуба. Вторая наша пробежка второго дня пребывания здесь. Решили побежать именно по песку. Сложнее чуть-чуть. Сейчас Акоп снова готовится к выступлению в Штатах. В том, что он сможет показать шикарный бой, никто не сомневается. За это его и ценят боссы из Беллатор. Но для нашего героя этого мало. Сейчас ему нужна только победа. Но эти истории вы уже видели. А какие сюрпризы готовят нам новые герои борцовского клуба? Ну, Ален, некоторые наши зрители, которые увидели тебя мельком в серии, сравнили тебя с убивашкой. То есть это героиня этого фильма. Ты как к этому относишься? Не знаю, не очень похоже. Почему? У меня нет маски. Мы буквально на парочку минут взять небольшое интервью. Сегодня у Сергея Никитина гости. У меня там яичница горит, я ничего, что включать. С учетом того, насколько плотный у него график, явление это нечастое. Но сегодня особый случай. Готов предложить яичницу или чай? Я думаю, чай. Это лучший вариант. Хорошо, могу и то, и другое. Для моих пожилых костей она не очень полезна. Позвоничек. Чтобы не скрипело. Съемочная группа борцовского клуба решила навестить идейного вдохновителя этого проекта и узнать, как идут дела у него и его учеников. Например, у малыша. Сейчас у него череда побед. Это хорошо. Он делает все правильно. Он все возможные турниры использует для своего совершенствования. Он выступает и по грэблингу, и по самбо, и по боевому самбо, и по рукопашному бою и так далее. По всем видам единоборств смешанным каким-то. Он выступает. Это очень полезный опыт. Он совершенствуется, и он закаляется в этом. Основная его проблема то, что он не слышит тренера. И я не знаю, что с этим делать пока. Что? Как это повлияет на его выступление? Ведь совсем скоро в составе сборной Питера ему предстоит принять участие в чемпионате России по боевому самбо. Кстати, не за горами и большое шоу в юбилейном, в котором примет участие Вася Пальёк. К этому бою Вася готовится несколько месяцев, но тренер пока не уверен, что он смог справиться со своей главной проблемой. Его ошибка была это опускать руки. Сейчас ближайший старт должен показать, будет он во время волнения своего, да, во время именно вот этого ответственного боя опускать руки. То есть здесь именно нужен не только тренировочный опыт, но и соревновательный по исправлению ошибки. Вот и все. И поэтому посмотрим. А как дела у Акопа Степаняна? За счет чего они с тренером попытаются прервать черную полосу в карьере Акопа? Мы сейчас для того, чтобы началась его череда побед, всю схему
подготовительного процесса к его бою вообще полностью изменили. Все, вот, от начала до конца. Он мне написал на бумаге, как он видит идеальную свою подготовку. Сколько раз в неделю, что и как. Акклиматизация за какое время должна происходить. Мы написали, как она должна происходить и что он должен делать во время акклиматизации, чтобы прийти в норму. Даже более того, мы даже расписали, начиная от приезда во время боя к бою, да, и заканчивая выходом уже на бой перед непосредственно уже соприкосновением со своим соперником. Наибольшее внимание они уделили психологической подготовке, ведь в своих крайних боях ни технически, ни физически окоп не уступал своим соперникам, но так и не смог реализовать свое преимущество. Каждый день, определенные часы, когда окоп будет уединяться, он будет выходить на пробежку. И это будет пробежка даже не для того, чтобы продышаться там функционально, да, как-то, а именно для того, чтобы побыть наедине с собой и во время вот этого движения войти в это состояние, которое нужно быть чемпионом. Но вот сработает или нет новая схема подготовки, станет ясно только когда окоп вновь войдет в клетку. Его следующий поединок может состояться уже через 1,5 месяца. А вот когда будет новый бой у Рыжего, пока неизвестно. Как дела у Вити Чернецкого? Когда мы можем уже его выступление увидеть? Пока не могу сказать, когда у него конкретно будет бой. Последних 2 как раз, да, он не очень хорошо провел. И организаторам турниров не очень сильно охотно его сейчас приглашают. Сейчас есть момент определенный с ним. Это вот любительские турниры по боевому самбо, по грэблингу, по джиу-джитсу. Но он сам лично этого не хочет. Единственное, вот все ребята сейчас соглашаются и готовы наращивать свой, так сказать, потенциал через любительские турниры, а Витя вот не хочет. И здесь не могу никак на него повлиять, поэтому не знаю, когда я увижу его выступление. И самое важное, то, что спортсмен растет и через любительские турниры, и через количество их в том числе. Один старт дает намного больше, чем долгая часть тренировок. То есть это на самом деле так. И видно по рисунку его последних боев, это он перегорал на этих соревнованиях. Устает поэтому моментально, у него функционалка не работает и так далее, и так далее. На тренировке он в 1000 раз лучше, чем он на соревнованиях. Он перегорает просто. И для того, чтобы он себя хорошо себя чувствовал, ему в любом случае, чтобы тренировки, точнее соревнования, они стали как тренировки. И вот как только так станет, у него начнет прогресс. Кстати, уже на тренировку надо бежать, поэтому, к сожалению, уже не могу разговаривать, просто собираться. Спасибо большое за интервью, такое большое. Алло, Виктор, привет. Ты сегодня будешь на тренировке-то? Все. Ты можешь начать разминку без меня, ладно? А то опаздываю. Ага, все, спасибо, давай. Ага. Минуту отдыхаем, сейчас 10 минут боремся в партере до болевого. Парни, хочу внимание, минуточку вашу. 12 числа турнир по грэблингу, да, вот сейчас буквально уже на этих выходных. Там, как я уже говорил, у некоторых сомнений есть по поводу вашей борьбы. Вот, надо его развеять. Это раз. Во-вторых, в любом случае полезно выступить по грэблингу. Это элемент боя лежа, правильно? В ММА у нас смешанное единоборство входит и борьба в стойке, и лежа, и ударка. Соответственно, этот элемент вы должны прочувствовать на себе именно адреналин. То есть, чем чаще вы будете бороться на турнирах, да, небольших, тем ближе, быстрее вы привыкнете не волноваться в ответственных стартах. Поэтому обязательно всем принять участие для своего опыта. Вот. Да, в конце тренировки ко мне зайти, я буду заявку составлять.
Итак, впереди наших героев ждет турнир по грэпплингу. И сегодня их главная задача — пробороть выходы из неудобных и опасных положений в партере. Вот сейчас мы отборолись. Сейчас на фоне усталости сделаем, можете, и каждый элемент борьбы, после каждой мы сейчас будем делать позиции две. Ложится на спину. Одну сторону минуту делает, раз в гард выходит, раз за спину заходит, раз в гард, раз за спину. Это как бы важные моменты, как сейчас. Да. Раз, оп, назад. Давай. Гард. Опять. Раз за спину. Раз в гард. Вот. Так вот минуту делаем в одну сторону, минуту в другую сторону, потом поменяемся на один бок. То так, то так, то так, то так. Поехали. Потом проборем спину, потом опять так же сделаем. И там каждое задание будем все время возвращаться к позициям. Поехали, разбились по парам. Сначала парни отрабатывают эти элементы без сопротивления, чтобы овладеть правильной техникой выполнения приема. Почему? Потому что если на отработке соперник мешает отрабатывать и сопротивляется, то получается пробарывание. Но оно не всегда постоянно уместно, потому что когда еще навык слабый, то надо его закрепить, чтобы было как рефлекс. Это моторика непривычная, да? Это непривычное движение нашего тела. Оно не повседневное, значит непривычное. Чтобы оно стало повседневным, его надо постоянно отрабатывать. Вот эта отработка, она дает повседневность, именно привычность моторики. Когда ты на фоне усталости, не думая, а делаешь это все на рефлексах. Поэтому нужно отрабатывать без сопротивления, чтобы в подсознание впитать это движение, всем телом впитать его. Нет, нет, не так. Все. Да, подмышку, давай, ниже. Оп, пошел. Да. Теперь можно добавить и пару атакующих элементов. Все. Сейчас такое задание. Ложись, так. Один другому садится на спину и поехали отсюда пробарываем. Либо придушить отсюда, растянуть, либо выйти на болевой, либо не получилось не растянуть, он развернулся. Вот отсюда начинаем пробарывать. Удушающий. Дальше не получается удушающий. Выходит. Болевой и так далее. Короче, вот эту позицию спину не отдаем. И снова без ошибок не обходится. Что ж, для того и нужен тренер, чтобы вовремя их замечать и помочь исправить. Не вот отсюда начинать, смотри, а эту ногу вот так вот подальше просунуть, вот видишь, вот. И тогда у тебя получается, видишь, застегнуть. Смотри, вот видишь, у меня колено посередине. А ты вот так вот, колено здесь делаешь, тебе видишь, не застегнуть, поэтому. А как только сместился, вот, оп, получается, вот ты находишься здесь. Блин. Вот. Ноги как, смотри, к изгибу, вот. Все. И напоследок стоит проработать уход из заведомо проигрышной и сложной позиции. Стоп! Сейчас, внимание! Сейчас второй номер будет делать. Смотрите, нюанс один. Скажу, смотрите. Вот когда вы сидите на спине, да, лучше всего не находиться спиной. Вы сразу же падаете на него. Почему? Потому что вот эта позиция намного хуже. Растянут вас и так далее. Чем если вы просто развернетесь вот так спиной. Здесь намного легче защищаться. И больше эффекта для защиты. Сейчас сделаем. То есть вообще не находимся так. Сразу же упали. Встали, упали, смотрите, под мышку, закрыли одну из рук хотя бы, лучше две. Давай, начинай прорабатывать. Вот, видите, я закрываю одной рукой, потихоньку, смотрите, навстречу другой, видите, иду рукой. Дальше, смотрите, я прихватываю руку и стараюсь шеей прижаться к его внешней стороне руки. Потом разворачиваться таким образом. Еще раз, делаем, да. Вот видите, я зажимаю, он одной рукой не задушит меня.
закрываю. Рома бросовывается, я сразу же навстречу ловлю его руку, прижимаюсь к ней, эту не отпускаю, а потом, смотрите, оп, делаю, вот таким образом, отпускаю. И уже кручусь в сторону этой руки. Поняли? Навстречу. Вот так вот. Рука идет вот так, вы навстречу ей, своей рукой. Это идет, это навстречу. Снимаете ее и за нее заходите. Поехали. Конечно, отработка самых сложных позиций элементов – дело далеко не одной тренировки. Выполнять все эти упражнения нужно постоянно. Но и это не все. Закрепить пройденный материал важно именно в режиме реальных соревнований. Стоп! Парни, тренировка закончена. Не стесняемся, подходим. Кто будет по грэблингу бороться? 12 числа. Будет, да? Да. Толмачев, Юра. 50. 95. Ага, хорошо. Так, ты что, будешь? Не будет все-таки, не будет. А ну-ка увеличь его, кто там не будет. Так, вот молодец. Сегодняшняя тренировка закончилась. Пробороли разные позиции. И вообще вот эти дни мы готовились именно к грэблингу. Основной акцент делали на борьбе в стойке и в партере. Но соревнования покажут, кто что усвоил и кто на что способен. На самом деле, я очень соскучился по боям, честно сказать. Очень удручает, конечно, факт, что пока боев нету и даже пока не знаю, когда будет. Я вот все время как бы с тренером разговаривал на эту тему, что когда, донимаю. Ну, надеюсь, в скором времени уже появится что-то на горизонте. Потому что, на самом деле, я очень хочу биться, я очень соскучился по боям. Как бы, это честно. Но есть всякие варианты, там, чемпионат города по боевому самбо. Ты их до сих не рассматриваешь? Вот боевой самбо вот у меня как-то честно душа не лежит. Вот по армейскому рукопашному бою я бы повыступал. Я это как бы говорил тренеру. По армейскому рукопашному бою, даже по универсальному бою я бы повыступал на самом деле. Вот именно боевое самбо, грэпплинг, вот, ну, у меня душа не лежит. У меня все время и получается так, что у меня на день этих соревнований все время какие-то другие дела мною как бы поставлены до того, как я узнал, что там будет чемпионат, например, по грэпплингу. Мне когда говорят, и у меня уже там дела, и получается, что выходит так, что не попадаю. Но и сильного желания как бы у меня выступать нету, потому что у меня душа не лежит именно вот как грэпплинг, как вот боевое самбо. Ну, соответственно, по армейскому, по универсальному бою почему бы и нет, повыступал бы. Такую роскошь, как отказ от участия в соревнованиях, могут себе позволить далеко не все. Найти себе соперницу для нашей новой героини Алены Власовой нелегко. Все-таки единоборство не женский вид спорта, и поэтому она не пропускает ни одного старта. В свои 15 Алена уже решила, что обязательно станет чемпионкой в одном из видов единоборств. А может быть и не в одном. Хотя на первую тренировку в борцовский зал она шла без особого энтузиазма. Как мы с мамой разговаривали, рассказывала, что там будет. Тогда я стояла сзади мамы, мотала головой, типа, не хочу сюда, не хочу. Время стоял, улыбался. Да, тренировки захватили Алену настолько, что сейчас она тренируется больше, чем некоторые из наших героев-парней. Не верите? Давайте посчитаем. После школы Алена забегает домой за спортивной формой и сразу в любимый спортклуб «Лидер Спорт». Первой по плану идет тренировка по боевому самбо с юниорами. После первой треньки сразу же вторая по ММА и уже в компании взрослых парней. И так почти каждый день. Впечатляет? И такая самоотдача приносит результат. Алена одерживает победу за победой.
Сегодня Алена вместе с парнями из «Лидер спорта» выступает на открытом турнире по грэпплингу на призы клуба «Тибурон» и «Рус Файтерс». На турнир заявилось около 150 человек. Правда, девочек среди них всего 2, и Алена одна из них. Но наша героиня надеется провести больше, чем один поединок. Я поборюсь вначале с девочками, а потом, может, буду бороться с мальчиками. Нет, не боюсь. Там на тренировках там привыкаешь с ними работать, чувствуешь себя более уверенно. Я буду их больше весить, они поменьше, но потому что мальчики, они сильнее. Но бесстрашная девочка – это уже повод для беспокойства. Один отказался как бы со мной бороться. Тренер подошел, сказал, что он хочет бороться, но только с мальчиками. И они решили сделать круговой, а с чемпионом круговым буду бороться я. Понять парня по-своему можно, но соревнования не место для капризов «хочу, не хочу». Вышел на ковер – борись. Вот и организаторы турнира относятся к таким ситуациям однозначно. Они, если вышли на ковер, они приняли наши правила. И я тоже не могу дискриминировать девочку. Она же, если пришла, она собирается выступать, планирует победить. Она на что было заявлено. У нас парень очень сильный. Ну, пусть прокатает себя, покажет. И вдруг случится такое, что он вылетит после схватки с Аленой. Это спорт такой очень сложный. Здесь ситуаций предсказуемых не бывает. Но пока поединок с парнем – это вопрос будущего. Для начала нужно одержать победу над единственной соперницей девчонкой. Одну ручку на защиту и доставай ноги. Надо было контроль не терять. Не спеши, не спеши. Через колено пойдешь. Упрись локти в ногу. Саша, растягивай ее под плечом, подбивай, растягивай. Да, хватит. Пошло дополнительное время. Ну, время встречи. Победу по баллам одержала Власова Алена и заняла первое место. Итак, первая победа в активе Алены. А это значит, что впереди поединок с мальчиком. Но прежде надо забежать в медпункт. Все-таки, когда дерутся 2 девчонки, без крови не обойтись никак. Час Х настал. Но битвы полов не получилось. Соперник решил сразу уступить Алене. Вопрос почему? Может быть, из-за воспитания, а может, решил не рисковать. Кто знает, насколько сильна эта упертая девчонка. Но все эти вопросы уже не к Алене. Она заслуженно стала победителем этого турнира. Награждается Власова Алена, за вторую Борина Александра. Не подвели Сергея Никитина и другие ученики. Например, Артур Нефедов получил на турнире прозвище «Треугольник». Он одержал 4 победы подряд в категории до 93 килограммов, поймав своих соперников на удушающий. А Артур Тюльпаров занял 2-е место в категории свыше 93 килограммов. Но все золото мира нашим парням собрать не удалось. Так, например, Васе Полеху в решающем поединке не хватило всего нескольких баллов, чтобы войти в 3 призеров.
по очкам. Сразу что-то затупил, отдал ему спину. Спину отдал, вот что ошибку сделал одну. А потом я вышел, за руку его стянул, все нормально, и как бы весь бой активно вел себя, типа. Потом как бы я ему дал на треугольник, он взял меня на треугольник, а разбивать нельзя, типа. А я как поднял и хотел разбивать, а за разбивание дисквалификация. Мне понравилось, но хреново, что проиграл. Проигрыш, конечно, штука не из приятных, но если смотреть на вещи философски, то, может, проиграв в малом, он выиграет в большем. Ведь впереди Васю ждет турнир «Колизей. Новая история», где в главном бою вечера выступает Александр Емельяненко. Как Василий выступил на шоу в юбилейном, об этом вы узнаете из следующих серий «Борцовского клуба», где мы также познакомим вас с тренировками по кроссфиту. Узнаем, что и как должны использовать бойцы из спортпита, окунемся с парнями в прорубь и узнаем, на какие дерзкие поступки готов пойти наш герой ради заработка.